Здравствуйте. Привет. Ага. В общем, мы сходили сегодня в налоговую, и они нас послали, юридический отдел сказали, вас не примут, идите к начальнику отдела. И она нам конкретно разъяснила, что, в общем-то, что у нас есть вот этот генеральный директор и заместитель генерального директора. И получается, что типа право подписи тогда только должен иметь и тот, и другой. Но это в уставе чуть-чуть надо исправить. Не надо отдельным параграфом писать, а просто дописать в одном, вот в 12 пунктов, например, там 2.1, что ли, сейчас посмотрю. Вот. Просто дописать, что в соответствии с такой-то статьей исполнительным органом является генеральный директор и заместитель генерального директора. Вот это можно сделать, Александр Вальдемарович? Сейчас я вызываю конкретно эту штуку, и мы сейчас вместе сделаем. И тогда они у нас примут. Значит, 12-й, да, пункт? Да, она сказала, отдельным не делайте, а просто вот в 12.2.1. Значит, высшим органом управления общества является общее собрание участников. Дальше. 12. Компетенция общества собрания участников. Так, дальше 12, смотрим. ага, Сейчас дойдем, подождите. Так, вот. Исключительно совет. Вот. 12.2. Совет директоров общества, наблюдательный совет или коллегиальный исполнительный орган состоит из генерального директора, заместителей генерального директора и директоров по направлению. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельности общества, за исключением вопросов, отнесенных к настоящему уставу законодательными актами РФ, с исключением компетенции общества собрания участников. Заседание Совета директоров общества касается вопросов выполнения решений общества собрания общества, в качестве наблюдателя участвует прокурор. Исключительно компетенция Совета директоров общества относится. Подождите, это вы читаете протокол, а я про устав? Нет, устав я читаю, устав. Так, это какой пункт? Генеральный директор и заместитель генерального директора общества избираются общим собранием участников в порядке, предусмотренном настоящим уставом и законодательными актами РФ сроком на 5 лет. Угу. Состав Совета директоров общества считается кандидаты, набравшие, Таня, значит, по решению общества полномочий любого члена, так. 12.2.2. Требования, предъявляемые к лицам, избираемых в состав Совета директоров общества, устанавливается положение Совета директоров внутрипроизводственного положения об участии персонала дочерних трудовых холдингов, распределение результатов хозяйственной деятельности. 12.3. Председателем Совета директоров является генеральный директор общества, в случае его отсутствия заместитель генерального директора. За исключением случаев, если полномочия единолично исполнительного органа общества передаются управляющему. Угу. Вот она сказала, что это обычно. Вот давайте вот сюда и подпишем вот эти слова, да и все, и они тогда... Сейчас давайте досмотрим до конца, не спеша, да? Угу. Дальше. Председатель Совета директоров общества организует работу в случае отсутствия генерального директора, его функции. Председатель Совета директоров является заместитель генерального директора в случае отсутствия того и другого, один из членов Совета директоров по решению Совета директоров. Заседание Совета директоров. Форум для принятия заседания. Так, текущая деятельность общества единолично. Текущей деятельностью общества 12.3 единолично руководит генеральный директор, а в случае его отсутствия заместитель генерального директора, назначаемый на должность общим собранием общества срока на 5 лет с правом, то есть текущей деятельностью, то есть подписью документов, распределением кредитов и так далее. Дальше. Генеральный директор общества в случае его отсутствия заместитель генерального директора. То есть, что это тут имеется в виду? Текущая деятельность и так далее. Генеральный директор общества, а в случае отсутствия заместитель генерального директора, обеспечит выполнение. Обеспечит выполнение общего решения Совета директоров. Открывает в банках, ведет счета, то есть распределение кредитов. Без доверенности действует от имени общества, представляет его интересы, выдает доверенность на право и так далее, издает приказы на назначение должности, осуществляет подбор заказчиков, представляет на учредительный совет, затем общее собрание, осуществляет иные полномочия под основанием действующие. Генеральный директор в случае его отсутствия заместитель генерального директора несут ответственность перед обществом за убытки уполномоченных за организацию, контроль. Так, что им здесь не нравится? Тут все же по-русски написано. Вот не хватает вот этих прям все. Это разные. Теперь что они конкретно предлагают? Мы ее спросили, она говорит, приблизительно вот так. Вот исполнительным органом общества является генеральный директор, заместитель, вставить в соответствии вот с этой статьей. Да и все. Какой статьей? В соответствии со статьей 65.3 ГК РФ. РФ. Да.
65.3. Смотрим. Так, да, 65.3. Ой, блин, каждый Ну да. хочет свою запятую поставить, показать, какой он важный. Угу. Дальше, значит, статья 65.3. 65.3. Большими буквами ГК РФ. Да, РФ. Ой, ешь твою мать, подождите. Да не торопитесь. Латинской буквой написал. Да, не торопитесь. Ага. Статья 65.3. Точка 3 ГК РФ. Угу. Исполнительным органом общества является генеральный директор и Да заместитель. нет, у нас исполнительным органом является совет директоров. Она что, читать не умеет, что ли, совсем? Совет директоров у нас исполнительный орган, там все расписано. Дальше. ГК управление в корпорации. Смотрим. Угу. Управление в корпорации. Федеральный закон 5.5.14 года. Высшим органом корпорации является общее собрание ее участников. Ну, понятно. Если ино не предусмотрено кодексом, изменения в корпорации наличны. Вот, вопрос отнесен на компетенцию другим дополнительным. Так, принятие решений юридических лиц, принятие решения законом учредительных документов высшим органом может быть отнесен решение иных органов. Вопрос отнесен на настоящий кодекс исключить компетенции. Корпорация образуется единоличной. В корпорации образуется единоличный исполнительный орган, директор, генеральный директор, председатель. Уставом корпорации может быть предусмотрено представление полномочий единоличного исполнительного органа нескольким лицам, действующим совместно, или образование нескольких единоличных исполнительных органов, действующих независимо друг от друга. Абзац 3, пункт 1 статьи 53. В качестве единоличный исполнительный орган корпорация может выступать как физическое, так и юридическое лицо. В случае, предусмотренном настоящим кодексом и другими законами, в корпорации образуется коллегиальный исполнительный орган правления дирекции. В компетенции указано в настоящем пункте орган корпорации относится решение вопросов, не связанных наряду с исполнительным органом, указанным в пункте 3. То есть корпорация образуется единоличной или в случае, предусмотренном настоящим кодексом, другим законом или уставом корпорации, в корпорации образуется коллегиальный исполнительный орган. У нас коллегиальный исполнительный орган. Ой, ну я не знаю, она вот... Она хочет показать свою значимость. Нужно какую-то запятую вставить. Хорошо, Ну, мы сейчас напишем, согласно статье 65 и так далее. Указанных, значит, относится решение, входящих в компетенцию высшего органа. Наряду с исполнительным органом, указанным по настоящей статье, может быть образован в случае предусмотренных настоящих других законов уставом корпорации коллегиальный орган управления. Наблюдатель, это уже другое. Так. Дальше. Теперь настоящим кодексом. Нажимаем, смотрим. Доступ недоступен. Окей, закрываем. Законом. Доступ недоступен. Закрываем. Так. В случаях, предусмотренных настоящим кодексом, уставом корпорация производит коллегиальный исполнительный орган. Ну, сейчас смотрим, что мы здесь сделаем. Угу. Так. Это пункт 3. Угу. 65, пункт 3. Да, 65, пункт 3. Да. Текущий действие общества генерального случая отсутствия заместителя генерального директора, начальной должности общества второго общества сроком 5 лет. Генеральный директор общества случая отсутствия заместителя генерального директора обеспечивает выполнение решения общества ранее, открывает банковский счет и так далее. Дальше, что здесь мы напишем? Форум проведения совета директоров, совет директоров, председатель совета директоров, представитель совета генерального директора, требования определяемым лицам избранных совета директоров, 5 лет. Исключить без совета директоров, совет директоров, общество наблюдательный совет или коллегиальный исполнительный орган. Ну, написано, ну что они еще хотят? Сейчас допишу сюда. Исполнительный орган. Статья 65, пункт 3 ГК Российской Федерации. Что еще нужно? Тут же написано 12.2 пункт. Есть же совет директоров, наблюдательный совет или коллегиальный исполнительный орган. Статья 65.3 КГ состоит из генерального директора, заместителя директора, директоров по направлению. Ну все стоит же, что еще нужно? Дальше. Исключить компетенцию совета директоров. Дальше. Теперь это я несу в память. Дальше.
что касается требований, предъявленных к лицам Федерального совета директоров. Председателем совета директоров генеральный директор общества. В случае отсутствия заместитель. Общество организует, созывает. Совет директоров созывает председатель совета. Кворум для проведения. Дальше. Текущая деятельность общества 12.3. Напишите 12.2, 12.3. Ну да, я ей показывала вот Текущая эти. деятельность общества единолично руководит генеральный директор текущей деятельностью, а в случае его отсутствия заместитель генерального директора. Назначаемый наносит общим собранием общества сроком на 5 лет с правом продления ограниченный раз. Генеральный бюро общества, в случае заместителя генерального директора, обеспечит выполнение решения общего собрания участников, открыв в банках, ведет счета, то есть распределение кредитов. Без доверенности действует от имени общества. Единицы совершают сделки на сумму до 25% от стоимости имущества общества. Выдают доверенность на право представлять. И приказано начальник должность. Осуществлять подбор заказчика. Что им здесь не нравится? Что им еще надо? Ну, вставил я их 5 копеек 65.3. Пункт. Ну, что еще им нужно? Теперь давайте еще раз. Они формулировку какую-то сделали, и куда нам вставить эту формулировку? Да, вот они написали, я вам, правда, сбрасывала, смотрите, как они написали. В предоставленном уставе юридического лица отсутствуют сведения о предоставлении полномочий единоличного исполнительного органа нескольким лицам, действующим совместно, или образование нескольких единоличных исполнительных органов, действующих независимо друг от друга. Однако в заявлении указаны сведения о лицах, имеющих право действовать без доверенности от имени юридического лица, генеральном директоре и заместителе генерального директора. Значит, ответ. Пункт 12.3 устава. Читайте еще раз. Текущей деятельностью общества единолично руководитель генерального директора, а в случае его отсутствия заместитель генерального директора, назначаемый на должность общества, ранее общества на 5 лет с правом управления ограниченным количеством. В их обязанность входит обеспечить выполнение решений собрания, открывать банк и вести счета. Без доверенности, стоит же, ну что еще нужно? Действует имя. Обратите внимание, 3 Магнитогорск, Ростов. Да, я тоже сказала об этом. И Новокузнецк. Все было правильно, там плохие юристы. А вот ей нужно обязательно показать, какая она лучший юрист. И скажите, вот из-за того, что вы сделали очень такое правильное предложение, мы вот тут в текст писали. 5 пункт 3, как вы и сказали, чтобы она поняла, что ее запятая где-то там учтена. Ну это же смешно же. И так написано, что в соответствии с законодательным актом Российской Федерации. А 65.3 это законодательный акт Российской Федерации. Что еще нужно? Вот нужно обязательно свою крутизну показать где-то. А на самом деле забюрократить вопрос. Все есть. Коллегиальный исполнительный орган, статья 65.3 ГК России. Писали, что она еще хочет. Все указано. 12.2, 12.3 стоит пункт. Что еще нужно? Ну вот это, наверное, надо было что указать, что... Сейчас смотрим. Потому что, да, остальное вроде все правильно. Ее поэтому и возмущает. Как вот так? Столько наворотили, ни одной ошибки. Надо же найти ошибку. Что свое показать? Она еще, правда, сказала маленькое замечание, но говорит, в общем-то, на это мы обращать не будем. Там у нас женщина стоит, а в одном месте женщины нет. У кого, в общем, в таких вот, в протоколе. Там. И что? Ну, то есть не обязательно, это женщина. Ай! Ну, там просто получилось... Ну, мы можем назвать женщина или Иванова. Дураку ясно, что это женщина. Ну, понятно. Нет, там, смотрите, ситуация. Вальдемар, там что получилось? Там получилось, во всех случаях была женщина, а у одной, у Алины, нет, не написано женщина. То есть таблица, видно, форматнулась, и там только идет фамилия ее. Она говорит, а что, она не женщина, что ли, вот этого момента? Ну, то есть или писать не надо было, или... Нет. Ну, видимо, вы в таблице не написали слово «женщина», вот она отразилась без слова «женщина». Ну, что страшно? Ну, давайте еще вокруг этого будем сейчас бумажки друг другу писать. Нет, но она про это сказала, что, в общем-то, ничего, это не страшно. Кошмар какой-то, кошмар. А вот только вот с этим соответствие, вот то, что со статьей... Да, им надо показать их необходимость, без них ну никак не пойдет. Вот пока вы не впишете 65.3, хотя везде стоим, что в соответствии с российским законодательством,
законодательными актами. Вот пока вы это не впишете, ну никак не зарегистрируете. Слушайте. Ну да, вот она так и сказала, да. И что? Поэтому Ну давайте смотрим, в каком месте, скажите, в каком месте женщину мы потеряли? в протоколе у Ашиновой. Где это, в протоколе было? Ага, в протоколе у Ашиной. Сейчас смотрим, где мы женщину потеряли. Ну да. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Какой пункт там, где? Сейчас скажу. Там первая страничка. Первая страница, вот смотрите, российская женщина Лещенко, женщина Шахов. Ну, это другая, да. Ага. Первая страничка протокола первого. Угу. Гражданка, вот она, Грибану Людмила Робертовна. И здесь нету женщины слова. Вот это, наверное, возмутило там. Ну, да. Может быть, подозрение вызвало, что она гемофродит или что? Трансвертит или кто там? Трансвестит или что-то? Ну, да. Но это надо просто вам писать, гражданка РФ, женщина, в таблицу впишите, сейчас мы таблицу вызовем. Сейчас мы все сделаем как положено, женщину все найдем, все как положено. Потеряли бедную женщину, а то еще подозрение вызвать, что она трансвестит. Что-то транс, а потом свистит. Ну, ясно. Слушайте, пока загружается, я в 89-90 году председатель райисполкома, значит, в Ганновер сюда и завел на улицу, где там разные клубы, там туда. Зашли там, одна на сцене танцует женщина, такая мужикоподобная. Он говорит, что это клуб такой, какая-то дерьмовая баба здесь. Она, стоп! Подождите, задирает юбку, а там торчит член. То есть это гемофродит, она и женщина, и мужчина. Он чуть в обморок не упал. Вот и женщину бедную потеряли. Не надо оскорблять, а то еще подумай там, транс потом свистит. Да, мы не свистим. Вера говорит, мы никому не свистим. Гемофродитов там и так далее. Вот у нас АФД выступает, он постоянно выступает. Здравствуйте, дамы и господа, и другие 65 гешлехта. 65 других так называемых там разновидностей полов. Представляете, дураки чего по натуре придумали? 65. Это нам целый список нужно, базу создавать. Гемофродит, там такой-сякой, 3-10, 65. Он всех уважительно приветствует. Дамы, господа, и другие 65 гешлехтом. Это помню, ну не советское время или конец советского времени, что-то там было объявление, значит, Брежнев там, или кто-то, я уже не помню, но, в общем, какого-то генерального директора с женой, и этого еще тоже с женой, и объявляю, значит, типа Медведев с Путиным, вот так вот получилось. Мы как ржали, значит, этот с женой, а два мужика друг с другом, как гермафродиты, вот так было объявлено. Я сейчас не помню, кого конкретно. Путин в засос не целует Медведева, как Брежнев целовал Хонекера, как тут в ГДР постоянно плакаты были. Хонекер в объятиях Брежнева трепыхается, тот его в заснос, в десна целует его. Ну, да, был такой. Брежнев, да? Был такой, да. Он любил целоваться. Или задают вопрос этому Обаму. Ага. Слушайте, вот есть такая информация, что вот в армии, значит, там столько-то процентов пидорастов, что-то такое. Или там гомосеков, или что такое. Так принудительно что-то там сказано было, так принизительно. Угу. Говорит, как его, певец, как его, в очках такой голубых. Это он пидорасик, а у нас в армии настоящие боевые пидорасты. Ну да. Ну вот так вот. Ага. Это точно. Сейчас, значит, мы найдем Астрахань, да? Астрахань 1190, да? Это? Или другая? Нет, это не это. Другая Какой? Астрахань.
А, это Верещагина, да. Значит, у вас дальше идет. Или раньше, У меня раньше. 100, у меня 100 там получается. Сейчас. Настоящие боевые пидорасты. Да. Не Ой, какие-нибудь там. Господи, анекдот. Так, где мы тут женщину дорогую потеряли? Оскорбили ее. Не уточнили, какого она отношения, пола относится. Так, смотрим. Гражданка, женщина есть. Ну, женщину прошли. Смотрим дальше. Гражданка. О! Гражданка РФ Ашинова. А женщину вы не написали. Ну как? Ну как же можно забыть женщину написать? Сейчас Кошмар. напишем. Кошмар. Женщина Ашинова. Все. Теперь будет жить. Мы налогово теперь пропустит. Все. Теперь мы вписали женщину как положено. Что еще у нас? Ну вот все. А это я убрала там один этот. Аквэд последний. 82,4, то есть 82,9. Они сказали, что надо было не четырехзначное число. Ну, я просто убрала, да и все. Чтобы Так, их не раздражать. в текст 65.3 вписали, запятую ихнюю. Мы теперь не удовлетворены. Женщину мы вписали. Все, как же можно без женщины? 298. Сейчас мы сразу же ее активируем. 398. Здесь. А вы просто статью вставили, да, Вальдемарович? Куда? Я вставил в текст статью. Там написано коллегиальный исполнительный орган. Какие обязанности? Она что, не читает, что ли, это все? Так, Алер Зецин. Все, Астрахань 11100. Все, сейчас мы, значит, сделаем. Я сгенерирую снова к вам. Скажите, мы тут спорили, выясняли и выяснили. Она настоящая женщина, поэтому мы ее вписали туда. До этого у нас были сомнения, к какому полу она относится. Среди 65 гешлехтен разных, да? Вот мы нашли, что она действительно женщина. Вот мы и вписали. Корректно сделали все. Ясно. Все, сейчас мы сделаем. Какие еще заодно, пока он там считает? Ну, все остальное они сказали правильно, там уже все, больше нечего. Уже придраться не к чему. Уже все. Ну, даже уже все, не к чему придраться. Единственное, что она, ну это уже в смысле это прошедшее, что первый раз мы не подавали подали только генерального директора, а заместителя не подавали. Я говорю, такое просто не может быть. Я с одной и той же флешки перепечатываю. Конечно. Там есть заместитель у нас был. В общем, они, видно, не проверили до конца, увидели ошибки и отправили. И написали, что только это. Поэтому они не обратили вроде как... Давайте, пока считают вот 36%. Еще раз фразу ее претензии прочитайте. Я что-то только с ним могу понять, что они хотят. Ага. То есть, которые эти вот сейчас... Ну, в письме, что они написали? Так, вот они эту статью, то, что вы статью прочитали, она ее вставила, а потом пишет: в представленном уставе юридического лица отсутствуют сведения о предоставлении полномочий единоличного исполнительного органа нескольким лицам, действующим совместно, или образование нескольких единоличных исполнительных органов, действующих независимо друг от друга. Однако в заявлении указаны сведения о лицах, имеющих право действовать без доверенности от имени юридического лица генерального директора и заместителя генерального директора. Ну, у нас же все есть. Ну да, я вам сейчас на всякий случай... Да, генеральный директор у нас есть, в случае его отсутствия другое. То есть единоличным исполнительным органом и председателем совета директоров является такой-то. Они совещаются, принимают решения. Все. Если генерального директора нету, значит заместитель генерального директора. Ну да. Ну, она говорит... Дальше ответ, вот важный момент, запомните. Стоит.
что совет директоров руководствуется внутренними инструкциями. Так регулируется, что вот, значит, распределить кредитов в банке, допустим, директор, замдиректора. Директор подает, если он есть генеральный, если нет, заместитель. Ну, образец подписей есть там. А по вопросам таким-то, значит, должна такая процедура быть. По таким вопросам должна такая процедура. Это внутренний вопрос организации фирмы. Внутренний вопрос. Это регулируется внутренними инструкциями. И если совет директоров принял решение, то исполняет это решение в банке там, или подписи какие-то делает. Соответственно, генеральный директор, а в отсутствие его заместитель генерального директора. Вот это нормально. И почему мы сделали, самое важное, почему мы сделали, что избирается заместитель и генеральный директор, избирается общим собранием, чтобы была внутренняя конкуренция в исполнительном органе. Почему? Если сделать только генеральный директор, то заместитель он избирает сам, и тот подчиненный и делает как попка все, что говорит генеральный директор. А когда избирается заместитель общим собранием, то это не попка для генерального директора. Это просто человек, который может дополнительно контролировать генерального директора, вот, и в случае его отсутствия выполнять эти функции распределителя. И генеральный директор его выгнать в шею, выгнать не сможет. А если он его предлагает убрать или предлагает другую кандидатуру, то решает не генеральный директор, а общее собрание. Вот о чем речь идет. Ну да, она говорит, может быть, убрать. Я говорю, нет, убрать нельзя. У нас не должно быть такого. У нас должен быть обязательно заместитель еще. Да. И еще вопрос, Вальдемарович. Вот в банке право подписи, я правильно поняла, имеет и генеральный директор, и заместитель, правильно? Да, значит, в банке такая карточка есть. Образец подписи распределителя кредитов. Там стоит генеральный директор, его образец подписи. Стоит заместитель и его образец подписи. И если платежка, несут генеральному директору. Если его нет, несут заместителю генерального директора. Вот о чем речь. И та платежка для банка принимаема. Вот все понятно. Да. Ну вот, так она сказала, или так, или убрать заявление. Я говорю, нет, нам нужен генеральный директор. То есть это заместитель генерального директора. Все четко у нас расписано, грамотно. По этим делам уже 3 зарегистрированы. До этого я регистрировал, все, никаких вопросов не было. Вот сейчас каждый ищет какую запятую. Приходит бумага, грамотная, четкая бумага. Ну как так? Меня поставили дорабатывать, а мне тут делать нечего. Это что, неужели я не найду ошибку? О, женщину нашли. Может быть, женщину пропустили. Вот это одна ошибка. Короче, сейчас я сгенерирую заново. Женщину мы туда вписали. Хорошо. 5.3 вписали. Этим 12.2, 12.3 полностью соответствует всем вопросам. Мы сразу подошли, ей показали, а она вот сказала, вот. Ну как же, она же, ну не может же она ошибка, она же юрист, манагер. Она еще это объяснила тем, что у нас тогда, если вот так не напишем, то у нас в банке будут проблемы. Потому что наши банки астраханские, они очень к этому скрупулезно. Там написано, распределить генеральный директор и в его отсутствие, запятая. Ну нет, я говорю, что она текущую деятельность открывает счет и ведут счет. Ну, для банка важно что. То есть образец подписи генеральный заместитель должно быть. Ну да, обязательно, да. Значит, тогда в банк мы должны вдвоем в любом случае идти, да? Правильно? Ну, вдвоем и карточку завести на 2 фамилии, на ту и другую, конечно. Хорошо, все понятно теперь. Все понятно, да. Ну ладно, тогда завтра понесем мы теперь. Сегодня уже не успеваем, а завтра там понесем. Ну ничего. Так отработаем, что даже комар нос не поточит. Комар нос не поточит. Везде женщины, мужчины, никаких гемофродитов, никаких трансвеститов, никого не будет. Это точно. Так, да? Но я тогда сгенерирую, а то, что я сейчас записал, это выставлю, чтобы другие четко понимали этот вопрос, если у кого-то какие-то вопросы появятся. Хорошо. Да. Давайте, счастливо. Всего доброго, до свидания.